И никто не знает, где ты, никто не знает, что с тобой. И ты сидишь сутками, неделями, месяцами. Это и есть пытки. Он умолял дать ему возможность купить воды. Воду тебе не дают. Человек постепенно начинает гаснуть. Наваливают одеяло и спят на одеялах. Они не дают возможности даже связаться. Его реально невозможно есть. Я просто, массой своей выдавил их туда, вот просто умирает. Я вскрою себе вены, если меня не выпустят отсюда. Ни хрена никто не знает, что и происходит. Вот ты сидишь в уютном кресле или едешь в теплом автобусе, и прямо сейчас таких же людей, как ты, таких же людей, как я, мучают в Египте. Привет, друзья! Меня зовут Миша Ронкайнен, и сегодня вы узнаете о секретной тюрьме в Каире для иностранцев. Расскажет нам о ней пострадавший человек, который побывал в этой тюрьме, который выбрался оттуда только благодаря тому, что практически вскрыл свои вены. Да? Это Дима Жихарев. Привет, Дим. Дмитрий хардкорный путешественник. Вот я путешественник, был в 101 стране мира. Дима гораздо более хардкорный, чем я. Дима, в каком количестве стран ты был? 112 на сегодня. 112 стран. И это не страны типа Франции, Германии, Испании, Португалии? Страны типа Ливии, Йемена, Судана и так далее. Да. С Димой мы познакомились в Северной Корее, а это о многом говорит. Собственно, все мои вот эти отмороженные путешествия по далеким странам типа Афганистана начались благодаря Диме. Он мне привил любовь к ним. Мы с ним ездили в Йемен, в Судан, в Сомалиленде. Мы вместе с Димой были. И вот сейчас Дима закончил экспедицию трансафриканскую, да? Да. Дима участвовал в экспедиции по Африке на автомобилях. Ребята въехали через Марокко, проехали по всему западному побережью Африки до Южноафриканской республики и вернулись наверх. Экспедиция закончилась в Каире, и автомобили, на которых проходила экспедиция, Рено Дастеры, остались в Каире. И, собственно, Дима решил один из них, единственный, выкупить. Да? И этот автомобиль привезти к себе в Москву, да. Домой. Да. И вот, собственно, с этого история начинается. Дима прилетел в Каир за автомобилем, чтобы переправить его в Москву. И что произошло, расскажи. Я был неприятно удивлен тем, что вдруг на паспортном контроле, который обычно проходит просто элементарно, без всяких затруднений, тем более в Каире я был уже около 8 раз, проходя паспортный контроль, мне ставят печать въезда и передают паспорт за спину другому человеку, который, увидев российский паспорт, говорит: «О, Russian». И тут же, ничего не проверяя, ничего не смотря, вызывают человека, который меня отводит в сторону. Это все в международном аэропорту Каира? Это международный аэропорт Каира, причем международная зона аэропорта Каира, то есть технически я не на территории Египта, где меня задерживают и отводят в маленькую комнату, где около 10 квадратов, небольшой, так сказать, стол, где сидят полицейские за фронт-деском, за которым они работают, делают какие-то бумажные работы. И мне сказали: пожалуйста, вот присядь буквально 5 минут, подожди. Я сел рядом со мной. Это все в стерильной зоне? Да. Ты еще официально ты не Официально я не в Египте. Рядом со мной сидит марокканец и француз одновременно, двойное гражданство у парня, со своей супругой, которая сидит, она марокканка, говорит причем на 4 языках. Вот. Мы с ней общались на английском языке, потому что муж не очень хорошо говорит по-английски. Но в процессе разговора и моего некоего такого недолгого ожидания выясняется, что они сидят уже вторые сутки. В этой комнате? В этой комнате, где просто сидят, наверное, многие из вас видели эти 4 сиденья, лавка из 4 сидений, где, как в аэропорту, металлическая кожаная лавка. Которых любят спать. Да, где можно лечь поспать. Вот. И я сижу на одном из 4 мест, и вдруг узнаю, что люди сидят там уже более суток. Для меня как бы это насторожило. А почему? Они рассказывают историю, что вот на вылете из Египта их задержали, причем сняли с рейса, они летели в Европу. Человек вообще гражданин Франции, мягко, на секундочку. Ну и что он марокканец, он по французскому паспорту вылетает. То есть он получил посадочный, пошел на паспортный контроль, он вышел контроль-выход из Египта, он уже в международной зоне, он сел у гейта, где его взяли повязали. Просто забрали и завели в эту комнату. Девочка несколько раз теряла сознание, ее там пытались куда-то выводить и обратно возвращали в эту комнату. Через 5 часов я уже начал нервничать, стал подходить к полицейским, спрашивать: а в чем, собственно, дело? Они говорят: мы проверяем документы. Я, если честно, не очень понял, конечно, что за проверка документов в течение 5 часов. Вот.
конце концов, я говорю, а в чем проблема-то? Он говорит, ты будешь возвращен в Россию. Я говорю, это почему это? У меня есть виза, я получил визу в посольстве Египта, у меня все замечательно. Они говорят, нет, вопрос безопасности национальной, мы тебя возвращаем назад. Я говорю, но у меня нет билета. Он говорит, мы тебя за счет государства отправим. Я говорю, я готов приобрести билет, то есть нет проблем, я куплю билет. Благо, там, я могу найти билет за 200 евро из Каира через те же самые Афины, которые я прилетел в Москву. На что, увидев телефон у меня в руках, у меня его отбирают, изымают и запирают в комнату. В комнате, в которой оказывается около 30 человек, которые попали в такую же ситуацию, как я, без объяснения причин. Многие вообще летели транзитом через Каир. То есть они не имеют отношения к Египту вообще никакого. Просто купили билеты на египетские авиалинии, сели в самолет и летят из Европы в Африку, куда-нибудь в Танзанию или в Кению. Едут посмотреть сафари, и вдруг в транзите их выдергивают и засовывают в эту комнату. Это комната на территории полицейского участка. Это комната на территории аэропорта за VIP-зоной. Причем я не думаю, что она вообще имеет отношение к полиции какой-то, потому что иммиграционный офицер просто засовывает тебя в комнату, из которой ты не можешь выйти. Там нету ручек? Там нету ручки на двери. Ты можешь только постучать, и в лучшем случае тебе скажут, что тебе надо. Как выглядит комната? Скажи, какого она размера? Примерно вот такая же комната, около 50 квадратов. Вдоль стен стоят двухъярусные кровати. Причем я не думаю, что там вообще когда-либо стирались эти одеяла, которые там лежат, потому что на них молятся, на них лежат на полу, на них лежат на кроватях. В связи с тем, что свет горит постоянно, его не выключают вообще, люди придумали сделать себе шторки со всех сторон, между кроватями завешивают там, чтобы можно было хотя бы создать некое подобие темноты, чтобы уснуть. То есть двухэтажные кровати стоят вдоль комнаты, по периметру. Вдоль комнаты и поперек комнаты. И вот так вот? Да. То есть посередине... Как казарма? Примерно, да. Армейская казарма, но явно для иностранных гостей очень приветливой страны Египет. Вот. То есть в этой комнате я познакомился с ребятами из Палестины, из Сирии, из Ирака. Но было мое удивление, ты не представляешь какое, когда вдруг выясняется, что рядом со мной сидит швед, которого поймали 7 дней назад, и который за 7 дней не может связаться ни с кем. Ему не дают даже позвонить в консульство. Рядом с ним сидит узбек, который сидит там 28 дней. 28 дней? 28 дней ему не дают возможности связаться ни с родственниками, ни с консулом, ни с кем. Швед 3 суток попытался вытащить деньги с ATM, с банкомата. Он умолял дать ему возможность купить воды. Воду тебе не дают. В смысле? Просто не дают воду. А туалет там есть? Туалет есть. Пожалуйста, ты из унитаза, конечно, можешь набрать воды и попить. Кран есть? Кран есть, но он, к сожалению, не работает, но в туалете, в унитазе есть вода. То есть люди из унитаза пьют воду? Воду не пьет никто, все покупают. Бутылка воды стоит всего $5. Ты можешь составить список, что тебе нужно, и тебе за деньги продадут. То есть, чем больше у тебя было денег в момент, когда тебя задержали, тем дольше ты будешь сидеть в этой комнате. Потому что у узбека изъяли $7 тысяч. И он сидит 28 дней. И на эти деньги его пытаются, так сказать... У меня, если честно, было такое ощущение, что, видимо, кто-то из руководства владеет этой лавкой, которая продает воду, напитки и еду, так сказать. Потому что в сутки тебе выдается одна маленькая лепешка, около 150 грамм. Из хлеба. Я, если честно, даже не знаю, из чего она сделана, но пахнет она плесенью. По крайней мере, хотя бы антибиотиков не нужно. Вот. Она очень тонкая, как вот все арабские лепешки, которые мы в Йемене видели. Да. Она вот такая вот маленькая. И к нему прилагается еще 2 маленьких треугольника сыра, плавленый сырок, который вот это твой рацион на сутки. Ты вот то есть людей запирают. Ты вот сказал, сидит узбек 28 дней. 28 дней. И он 28 дней питается лепешками. Да. И воду ему не дают. Воду не дают вообще никому, не только ему. Просто не выдают. В камере, в этой, куда приносят вот эти лепешки, их сваливают на стол. То есть каждый берет себе по одной.
но я заметил, что люди не едят его, то есть, потому что его реально невозможно есть. Ты начинаешь подносить его к носу, и ты чувствуешь этот запах, как будто она валялась в какой-то там комнате на полу. Я не знаю, чем еще она, кроме плесени, там пахнет, что в ней, но я плесень сдирал просто ногтями, чтобы хотя бы что-то поесть. Причем тем, кому не хватает кровати, они спят либо на полу, либо на этих То есть людей больше, чем кровати? Конечно, конечно. То есть Сколько кровати получается? Кровати получается 10 двухъярусных, то есть 20 мест, а людей около 30. Около 30. Люди спят прямо на полу? Люди спят на полу, на этих ковриках, где они молятся. Многие просто наваливают одеяло и спят на одеялах. Кто-то сидит всю ночь, не спит, в надежде, что его выпустят, потому что никто ничего никому не объясняет. То есть, что происходит, никто не знает. То есть, иногда люди арестованы парами. То есть, два там, парня, один спит, второй сидит рядом с ним на его же кровати, вот так вот тоже пытается уснуть. Из-за того, что свет не выключается вообще, на втором этаже спать невозможно. То есть ты пытаешься закрыть голову и пытаешься не видеть лампу, потому что лампа прямо над тобой. Но на втором этаже еще плохо чем, что все курят. Курят прямо посередине там два подноса, которые заполняются буквально за 10 минут. 30 человек курящие, все, пожалуйста, вот у тебя поднос занят. Если ты спишь на втором ярусе, ты не можешь дышать. Потому что окна всего два, но если его открыть, слышно работу генератора, который питает весь этот аэропорт. Он орет так, там, не знаю, наверное, по полмегаватта эти генераторы. Уходят во внутренний двор. Да, это окна во внутренний двор уходят, который гудит, сбежать туда невозможно. Решетки на окнах? Да, там и решетки, и стена глухая, там буквально через... А решетка какая-нибудь такая или сеточка? Нет, там нормальная решетка. Нормально хорошая решетка, да. Вот. То есть, когда ты спишь, пытаешься уснуть перед лампами, ты начинаешь придумывать, как отгородиться от света. И получается, те, кто живут на первом этаже, они договариваются, что они обвешивают с двух сторон одеялами со своей стороны, с этой стороны и между собой закрывают. То есть под матрасы засовывают верхнего этажа. Получается, они создают небольшое купе, в котором можно и посидеть. Мы там, я говорю, еще осталось только курицу в алюминиевой фольге, да, картошечку. И вот как бы мы в купе едем. Немца, который рожден был в Курдистане иракском, у которого там котлы за 15 тысяч евро, который прекрасно одет, как вот все эти персы, да, то есть он вылизанный все, весь красивенький такой. И вот он заходит и такой, у меня же самолет через 1,5 часа, ну, я надеюсь, у меня все это быстро пройдет. И мы начинаем ему рассказывать истории, что вот сидит человек, который неделю, вот 10 дней, вот 2 недели, вот 28 дней. И человек постепенно начинает гаснуть. Вот ты видишь, как в глазах человека гаснет жизнь. То есть человек, который вот там улыбался, только что зашел, он понимает, что что-то серьезное, хотя человек летел транзитом, он вообще к этой стране никакого отношения не имеет. Он летит из Курдистана через Каир в Европу. У него паспорт немецкий. То есть он летит к себе домой. Причем на обратном пути, не на пути туда, на обратном пути его вдруг хватает в транзитной зоне и его зашвыривают в комнату. И он, когда его буквально через 10 минут вызвали, он в надежде, что все, это вот все, его отпустят. Через 5 минут он возвращается, у него белое лицо. Он понимает, что никуда отсюда он не улетает. Никто наружу не знает, что происходит. Ребята готовят записки. Просто я даже имен ребят не узнал, кроме одного Бенджамина, вот швед, который они между собой говорили. Только из-за того, что никто не думал, что я уеду оттуда. Что я вообще могу раньше их уйти. То есть все думали, что давай мы твое имя передадим консулу. То есть уходящим записки передаются именами? Имена, то есть какая страна, просьба прийти в посольство, попросить консула связаться с ними, потому что они не дают возможности даже связаться. Как малявы раньше давали в тюрьмах? Ну, малявы и сейчас в тюрьмах дают, но вот теперь я физически увидел, как это выглядит. Да, ты мне скажи, что объединяет всех этих людей, которые там сидят, даже по какому-то признаку в эту тюрьму забирают? Не, ну как можно сказать, какой признак, если я христианин, я русский человек, попал в эту же самую тюрьму, где попадают шииты, сунниты, где сидит даже сам один из таких же, как мы, египтянин, который возвращался с футбольного чемпионата из Москвы и был арестован на прилете, потому что он был в Москве. То есть он с 15 июля там сидит?
Я не знаю, сколько, он, по-моему, сидит 10 дней уже. То есть его повязали свои же, посадили в эту тюрьму, он пытался, бедный, поменять мне 100-рублевые купюры, потому что у него больше никаких денег нету. Не юбилейные, а обыкновенные 100-рублевые купюры, потому что у него нету денег купить воды себе. И он говорит, вот ты русский, поменяй мне деньги, вот у меня остались из Москвы, я привез. Он там, Россия, хорошо, футбол. Но видно, что человек просто гаснет. И непонятно почему. То есть всех объединяет одно. Ни хрена никто не знает, что происходит. Никто не знает, что и из-за чего и за что. Дим, ты скажи мне, что-то с собой у людей есть? Разрешаешь что-то проносить? Никаких средств коммуникации. Ты можешь с собой иметь деньги. У меня еще не изъяли ручку. И кредитную карту у меня не забрали. Но я знаю, что ты болен, что у тебя есть мне не проблемы разрешили, с ногой. Мне не разрешили взять ни шприцы, ни уколы. Тебе нужно каждые 4 часа, насколько я знаю, у меня колоть уколы. В связи с тем, что за машину, мне нужно было машину вывести до 7 августа, а буквально за неделю до этого тромб в ноге образовался, я попал в больницу, и не досидев там положенные 2 недели, я сбежал из больницы, чтобы направиться в Каир, забрать машину. Потому что иначе там штрафные санкции, проблема вытянуть эту машину оттуда. Вот. Из-за этого я туда вынужден полететь. Но для того, чтобы не остановить процесс заживления, то есть разжижения крови, чтобы не умереть внезапно, потому что если тромб оторвется, он затыкает сердце, и все, человек просто умирает. Чтобы этого не произошло, каждые 4 часа я себе колю в живот, у меня есть шприцы, у меня есть гепарин, который я втыкаю. И вот тут тебя закрывают в комнату. Я пытаюсь вырваться оттуда. В один из моментов я вырвался, схватил мой рюкзак. Как тебе получилось вырваться? Я постучал в дверь, очень настойчиво. Они зашли, открыли дверь, спросили, что надо. Я просто массой своей выдавил их туда. Я знал, где лежит мой рюкзак. Я схватил рюкзак. Они пытаются у меня его отобрать. Я его расстегнул. Пытаясь они меня схватить за руки, но обхвата рук не хватает. Я засунул руку, выхватил шприцы и ампулы оттуда, прижал их к себе и сказал, что если я не буду ставить себе укол, я могу умереть. После этого они единственному мне разрешили оставить все в рюкзаке, что каждые 4 часа они будут разрешать мне выходить и делать себе укол. Без, естественно, обработки, никаких у меня там спиртовых повязочек не было. Я тряпкой протирал себе живот и втыкал себе укол. Но это дало мне возможность каждые 4 часа видеть, что происходит снаружи. То есть я выходил туда, видел, что смены меняются, что остается единственный человек, которого я узнаю. Когда смена поменяется, ты начинаешь быть обыкновенным преступником, и никто не знает причину, по которой тебя туда упаковали. Просто никто не знает, и вроде для всех ты будешь кричать, я ни в чем не виноват, но новая смена будет считать, что, здесь все так кричат. Все говорят, что они не виноваты, но все преступники. Хотя обвинений никаких нет, объяснений никаких нет, условий никаких нет, и да ни хрена вообще нет. Дим, это можно назвать пытками? Это и есть пытки. Когда тебя ограничивают в возможности сказать своим родным о том, что ты живой, представляешь, твои родные вдруг тебя потеряли. 28 дней от тебя нету ни вестей, никто. Мать не знает, что с тобой происходит, где ты. На любой запрос, где человек находится, им говорят, он 28 дней назад улетел из Каира, все нормально, вот печать о вылете, все, отметка, что он вылетел, все есть. Никто не знает, куда. То есть в моем случае я никогда не прилетел в Каир. Да, может быть, где-то в Афинах скажут, что я вылетел, но в Каир официально я не прибыл. То есть самолеты выпрыгнули? Неизвестно, сколько бы это продолжалось, если бы я, в конце концов, не расслушав вот эти вот все истории, не выйдя раз в 4 часа туда, я увидел человека, единственного, кто остался, я ему говорю, что, слушай, вот представь себе тебя или твоих детей, вдруг внезапно вот садят в такую же комнату, и никто не знает, где ты, никто не знает, что с тобой. Работа твоя, банк, бизнес, дети, семья, все вдруг считают, что ты умер. Ты просто их бросил. Я говорю, я желаю тебе то же самое. Я говорю, ты меня сейчас похитил. Человек говорит по-английски, я с ним по-английски разговариваю. Я говорю, ты сейчас меня похитил. Ты меня садишь, ты ограничиваешь мою свободу. Хотя нет никакой причины закрывать меня в эту комнату. Я и так нахожусь в международном терминале. Видел, наверное, фильм «Терминал», где вот, пожалуйста, территория, где ты можешь жить, ходить по аэропорту, ты в нейтральной зоне. У тебя нет документов,
извини, ты не можешь никуда улететь. Стерильная зона, она не считается территорией Каира Это по не территория международным Египта, соглашениям. да. Получается так, что тебя закрывают, хотя на самом деле тебе никто не мешает находиться там, где ты можешь купить себе воды, поесть, попить, там, может быть, отдохнуть где-то, зайти в интернет, не терять связь с миром, может быть, купить билеты, узнать процедуру, как уехать. Всего этого тебя лишают. У тебя отбирают свободу. У тебя нет свободы, ты ничего не можешь сказать. У тебя отбирают право голоса. То есть ты не можешь общаться с людьми. С тобой просто никто не разговаривает. Говорит, иди отсюда, сядь, жди. Час, 5 минут, до свидания. И ты сидишь сутками, неделями, месяцами в этой комнате, ты никуда уйти не можешь. Дим, расскажи, как ты выбрался оттуда? Ну, во-первых, после объявления голодовки... Ты голодовку объявил? Я объявил голодовку. Сколько ты там был? Я был 24 часа. То есть ты успел за 24 часа... За 24 часа я успел объявить голодовку, разорвать банку пустой пепси-колы, куда мои ребята стряхивали пепел, который я привез с собой. Шоколад я разделил с ребятами, со всеми. Там была одна Ritter Sport шоколадка. Вот. И разорвав эту банку, сначала скрутил, потом разорвал, сказал, я вскрою себе вены, если меня не выпустят отсюда. И после этого дошло до того, что в 2 часа 50 минут меня сдергивают с кровати. Ночью? Да, ночью. Меня просто выталкивают в самолет, который летит в Афины. Документы мне не отдают, ничего не говорят. Меня просто держат за руки, запихивают в самолет. Я сажусь на место 10F, лечу в Афины, где меня с самолета встречают двое в штатском, везут в полицейский участок, который в аэропорту уже находится, открывают документы и говорят, а за что? Security reasons. Он говорит, у тебя виза есть европейская? Я говорю, да, есть. Она говорит, пойдем с нами. Мы подходим к иммиграционному контролю. Он говорит, девушке, ставь ему печать. Она ставит печать. Он говорит, добро пожаловать в Грецию. Я говорю, подождите, меня должны депортировать домой. Где мой дом? Мне говорят, ну теперь это уже все твои проблемы. Мне пришлось купить билет на ближайший рейс Аэрофлота бизнес-класса. Не было веса, только бизнес-класс? Бизнес-класс, самый дешевый билет стоит 67 тысяч рублей. Причем из Каира через Афины можно было купить за 200 евро, а из Афин до Москвы это стоит 1020 евро. Да. Вот. Мне пришлось долететь, ну и всю дорогу я, так сказать, заливал горе вином. Вот, радость свободы. Но самое смешное, что в момент, когда я сел в самолет, я зашел в систему, которая выдает визу онлайн в Египет. Заполнил анкету, и мне выдали визу. То есть ты прям в самолете получил визу в Египет? Да, то есть никаких проблем с моей security reasons, абсолютно никаких. Короче, это просто беспредел. Это просто, вот мы все сидим и ждем, пока откроют Египет для наших переездов, что мы сможем отдыхать в Шарм-эль-Шейх, летать, мы все прямо на таком подъеме, вот-вот в ноябре нам откроют. Я могу сказать, что гарантии о том, что вы вернетесь оттуда, нет никаких. Ребята, которые вот летели с Марокко, они учились в Каире, и их на вылете назад поймали. Ребята, которые швед владеет недвижимостью в Шарм-эль-Шейхе, выезжая назад домой в Европу, он был арестован в нейтральной зоне. То есть нет никакой гарантии, что вы, летя на отдых в тот же самый Египет, завтра не окажетесь в этой комнате, откуда вы не сможете выйти в течение месяца и не сможете сказать ни одному из своих родственников, что с вами произошло. Друзья, только что вы услышали эту потрясающую историю от Димы о незаконных секретных тюрьмах прямо в главном аэропорту одной из крупнейших стран мира. В Египте проживает 70 миллионов человек, и нет никаких гарантий, что если вы захотите туда приехать, с вами не повторится вот эта вот дикая, абсолютно лютая история. Что я хочу сказать по этому поводу? Друзья, во-первых, если вы вдруг смотрите этот ролик, и вы тоже были в этой тюрьме, напишите, пожалуйста, мне мои контакты под роликом этим. В описании есть ссылочки на мои соцсети или на мою почту. Напишите, мы собираемся, мы подадим в правозащитные международные организации вопрос, зададим вопрос, что вообще, происходит, какого хрена вот это вот происходит. Почему люди сидят месяцами? Почему людей похищают? У меня просто нет слов. Если вдруг это с вами случилось, напишите мне. Это раз.
2. Если вдруг у вас пропали люди, которые ехали в Египет или которые летели через Египет, тоже напишите мне в комментариях, есть ссылочки на все мои соцсети. Нам нужны данные, нам нужна информация, вместе мы сможем спасти людей, которые сейчас там находятся. 3. Если вы блогер, если вы СМИ, обязательно подхватите эту историю. Телефон Димы, человека, который пострадал от действий египетских неизвестных силовиков, есть под роликом. Звоните ему, он расскажет вам всю историю, даст все необходимые показания, расскажет, что он пережил. Ну и обращение ко всем зрителям. Друзья, сделайте, пожалуйста, 2 вещи, которые вам вообще ничего не стоят, а людям, которые сидят в египетской тюрьме, поможет выйти на свободу. Первое, репостните этот ролик себе на стену, в любую соцсеть, расскажите о нем друзьям. И второе, поставьте под ним лайк. Так мы сможем вместе распространить эту информацию. Это очень важно. У истории будет продолжение. Я так понимаю, ты собираешься сходить в посольство Швеции. Да, посольство Швеции, посольство Узбекистана, потому что ребята, которые там застряли, я все равно пойду в посольство Египта, я буду выяснять обстоятельства, почему, обращусь в консульский отдел МИДа. Ну и, я думаю, распространять как можно больше информации о том, что происходит, для того, чтобы этого никогда больше не произошло ни с одним человеком. Да, кстати, после моей истории в Палестине, когда дипломаты российские сдали меня в полицию, у меня есть контакты МИДа, потому что ребята из МИДа приглашали меня на встречу, мы обсуждали эту ситуацию. Ролик вот здесь в углу. Можете посмотреть, как это произошло. Я обязательно с ними тоже свяжусь. Вот сейчас прям пришлю им этот ролик. Узнаем, что они ответят уже в следующих видео. Узнаем продолжение истории дальше. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не езжайте в Египет пока что, пока не закончится эта история. Дим, ты отважный человек. Ты выжил и улыбаешься. Я улыбаюсь, потому что больше ничего не остается. Прощайся со всеми. Я надеюсь, что с вами этого никогда не произойдет. Как я считал, это никогда не может произойти со мной. Давай. Друзья, увидим мир вместе. Пока.